Доброго времени суток всем смотрящим. Сегодня я хочу показать и немного рассказать о батарее номер 21. Сегодня воскресенье, прекрасная погода. Почему бы и прогуляться, подумал я, собираясь в дорогу. И как оказалось, также подумал не только я. Сегодня здесь довольно-таки людно. К сожалению, прогуляться по всей территории батареи у меня не получится, так как часть территории на сегодняшний день занята военными. Постоянно они тут находятся или нет, мне неизвестно. Кстати, сейчас я нахожусь возле бетонного основания какого-то орудия, что рядом находится с маяком Каябаши. В начале 20 века в Севастополе началось активное строительство мощных артиллерийских береговых батарей. На мысе Курон, расположенном у входа в Балаклавскую бухту с запада, возвели береговую батарею номер 19. Она же номер 22 в нумерации царской армии. А в 2,5 километров от нее, к западу, на высоте Каябаш, в районе Каранского плато, несколькими годами ранее была построена батарея номер 21. В царской армии ей был присвоен номер 19. А еще ее называют батареей великого князя Николая Николаевича. А это, насколько мне известно, остатки подъемной наблюдательной вышки. Следом за ними располагается бывший командный пункт батареи. Ну а пока мы смотрим на остатки бывшего командного пункта, я продолжу свой рассказ. Строительство береговой казематированной батареи номер 21 было закончено в 1912 году. Батарея была построена на месте бывшего французского редута номер 8 первой линии Кельмиш. Обе батареи, номер 19 и номер 21, входили в состав южной группы береговых батарей, называемой также дополнительным Приморским фронтом крепости Севастополь. На вооружение батарея номер 21 получила 8 устаревших 11-дюймовых пушки образца 1877 года, доставленные из упраздненной Михайловской крепости в Батуми. Строительство батареи обошлось казне в 300 тысяч рублей. Расположена батарея довольно-таки близко от обрывистого берега на высоте 265 метров над уровнем моря. Для защиты от нападения неприятеля с суши был насыпан земляной вал, а перед ним в скальном грунте вырублен ров шириной около 5 метров и глубиной до 3 метров. Через ров переброшен мост, который в настоящее время обвалился, просто сломался пополам. Его можно будет увидеть на этом видео ближе к концу. Около рва располагалась позиция противоштурмовых 75 мм пушек. Батарея номер 21 так и не приняла участие в боевых действиях Первой мировой войны. После Октябрьского переворота она продолжила исправно нести службу в составе 3-го дивизиона береговой обороны. В 1927 году орудия были демонтированы, как окончательно устаревшие, а помещения стали использоваться для иных военных нужд. После выведения батарей из боевого состава в конце 20-х годов на правом фланге массива батареи возвели дополнительную настройку, связанную с подбростерной галереей Патерны. К ней как раз сейчас и подхожу. В настройке разместился пост горизонтального базового дальномера, использовавшийся для целеуказания более современным батареям номер 35 на мысе Херсонес и номер 30 в районе Любимовка. А это один из двух входов в настройку, самый заросший. Но мы не ищем простых путей. А это та самая патерна, связывающая новострой со старой подбростерной галереей. Батарея выполнена по основному принципу строительства того времени. Открыто размещение орудий, размещенных по фронту. Вдоль всего бетонного массива проходила подбростерная галерея,
траверсах, разделяющих орудийные дворики, размещались погреба снарядов и полузарядов. Личный состав батареи в обычных условиях помещался вне батареи. Подбрустверная галерея служила убежищем на случай боя или для размещения дежурной смены во время дежурств. Каждый орудийный дворик сообщался с подбрустверной галереей посредством входов и окон для подачи снарядов. Подбрустверная галерея также соединена подземным входом с командным пунктом и дальномерным павильоном. Запах соответствующий вот эту пользуется. В послевоенное время почти вся территория Каранского плато занимала ракетная воинская часть. Как использовалась в это время позиция бывшей 21-й береговой батареи, мне неизвестно. Эстафету у советских военных приняли украинские военные, но в 2004 году в рамках госпрограммы демилитаризации Балаклавы ракетный дивизион С-300 был оттуда выведен. После референдума в Крыму территорию контролируют российские военные. Здесь часто проходят различные учения. Ну, это в принципе видно по видео. Территория довольно-таки убранная, чисто. И видно, что периодически эксплуатируется. Данное помещение предназначалось для подачи снарядов из снарядного погреба к орудию. Для этого использовалась подвесная монорельсовая дорога. Вот она, кстати, наверху видна сейчас. Снаряды весили 245 с лишним килограмм, и перевозить их на тележках было несподручно. Из погребов снаряд попадал в податочное помещение и далее через специальные окна к орудию. Насколько мне известно, в данной части галереи находилась силовая станция и прожекторная установка. А это прожекторная шахта, где был установлен выдвижной прожектор.
Позиции орудий батареи располагались в линии на расстоянии в 32 метра друг от друга. Со стороны моря они прикрывались общим бетонным брустером. Пушки устанавливались на лафете системы Юрляхера. В орудийном дворике заливалось круглое бетонное основание с возвышением в центре, на которое опиралась передняя часть рамы орудия. Задняя часть обкатывалась на роликах по круговому рельсу, позволяя поворачивать орудие вокруг вертикальной оси станка на 360 градусов. Вдоль рельса крепилась цепь, перебирая которую посредством механизма поворота осуществлялось горизонтальное наведение. Для вертикального наведения служили зубчатые сектора. Бетонные элементы, которым уже больше века, неплохо сохранились, включая ведущую на бруствер лестницу. Во время Великой Отечественной войны бетонный массив батареи использовался сначала в качестве командного пункта 3-го арт-дивизиона береговой обороны, а после падения Севастополя как один из опорных пунктов обороны войск вермахта. После войны на территории укрепления располагался целеуказательный пост. А это тот самый мост, о котором я говорил в начале видео. Да. В данной части подбустерной галереи, как я уже показывал ранее, располагалась силовая станция «Прожектор». Коленчатые сквозняки предназначались для предотвращения попадания снарядов во входы батареи. В выходах сквозняки предполагалось оборудовать противоштурмовыми пулеметами. Перед входами в советское или даже более позднее время зачем-то установили блоки из германского известняка. Ну и под конец ускоренный проход по части рва и брустер над галереей.